Я нашла в интернете вот такое платье. Немножко плохо видно, когда его распечатаешь. Сейчас я поясню, что это за фасон. Есть завышенная талия, здесь отрезная, плечо цельнокроенное, вточной рукав. Здесь и выточки. На фотографии непонятно, куда они перенесены. Их можно сделать из рельефа. Их можно сделать вот от линии отреза полочки. Можно сделать боковые. Давайте сделаем, по-моему, вот на фотографии, сколько я не присматривалась, вот таким образом. И клешеная юбка. Это клешеная юбка за счет того, что она складывается вот такими складками, она стройнит. Но для некоторых дам это немаловажно. Я имею в виду себя в первую очередь. Поэтому здесь можно сделать 2 клина. Можно 3, можно 4. Как больше нравится. Я сделаю 3 клина спереди и 3 клина сзади. Здесь вот будет разрезной. Так что краим. Вот у нас основная выкройка. Вначале нам надо смоделировать. Моделируется. Берем выкройку основы и моделируем ее. Начинаем с полочки. Находим линию отреза. Мы на себе меряем этот размер от точки основания шеи через выступающую точку груди, и где бы мы хотели, чтобы у нас была... Это не обязательно совпадет с этой выточкой. Пусть здесь. Вот так нам понравилось, что здесь. Вот на этом месте мы сделаем, отрежем. Отрезаем. Дальше нам надо перенести выточку вот сюда. Просто от основания выточки сюда, в нужную нам точку делаем, чертим линию. Теперь нам надо разрезать вот эту линию и закрыть выточку. Теперь на спинке отмечаем вот этот размер, откладываем на спинке. И проводим линию. Линия отреза. Эту выточку мы можем убрать в плечо, поскольку здесь шить из трикотажа. Здесь у нас выточки нет. Все. Теперь соединяем по плечам полочку и спинку. Уже на листочке бумаги начертим. Теперь из этой точки нам надо отложить, вот прорисовать вот этот треугольник. Может быть, даже фигурный. Здесь у нас где-то чуть меньше, чем половина проймы. Значит, вот сюда.
Если нравится, можно по-другому сделать. Другой размер. Здесь мы не делаем так, как нам нравится, а это только как идея. Вот. И вот здесь у нее сделана такая... Нет выреза под шею здесь. Вот эта линия, это у нас верх нашей блузки. Это линия середины плеча, бок. И можно сделать немножко зауженную спинку. Так лучше смотреться будет, когда спинка не прямая висит, а прилегает. Сантиметра 2. Все остальное вы померите на примерке. Захотите побольше, можно будет сделать побольше. Вот это у нас спинка. Вот у нас получилось так. Но здесь у нас по прямой. Поэтому мы откладываем сюда вниз столько, сколько бы, насколько бы хотели углубить горловинку. Извините. И проводим горизонтальную линию. Вот это у нас выкройка переда. Вот это у нас выкройка переда. Теперь юбка. Здесь два варианта. Вот смотрите. Здесь вот это нам обязательно надо будет отметить. Это во-первых. И точку, где будет сшиваться перед. Вот эта контрольная точка. Мы ее тоже должны будем отметить. Вот в это место будет пришиваться вот перед. Можно два варианта по поводу юбки. Спинку сделать. Спинка у нас по выкройке основы всегда уже, чем полочка. Поэтому к линии спереди и к линии сзади, если соблюдать, вот берем вот этот размер, делим на 3, они будут разного размера. Но зато тогда боковой шов на юбке совпадет с боковым швом на кофточке, на верхней части. Можно сделать по-другому. Можно просто вот этот весь обхват, эта половина, разделить. Вот это перед, это спинка, соединяем. И вот это уже делим на 3 равные части. Тогда у нас клинья, все 6 клиньев будут одного размера. Но не совпадет линия бока на юбке с линией бока на кофте. Думаю, что в этом нет ничего страшного. Абсолютно. И тогда мы вымеряем этот размер. Это у нас будет верхняя. Тут совсем все просто. Это у нас длина, ну, может быть, короткая, она может быть длинная, она может быть до пола, как захотите. Длина, расклешение произвольное, какое вы хотите, опять же. И все, как вы хотите. Соединяем. Можно сделать маленький прогиб полсантиметра. И тогда... И вот здесь чуть-чуть будет тоже вот так. Длины мы уравняем. Вот эти все 3 длины. И таких 6 клиньев. Что касается рукава. С рукавом мы не делали ничего. Мы просто на нем отмеряем. Может быть, вы хотите 3/4. Отмеряем длину, какую вы захотите.
И ширину поуже, конечно. Померите на себя. Сильно сразу не убавлять, а потом уже на примерке всегда можно будет просто рукав заузить. Вот это рукав. Моделирование достаточно простое. Теперь краи. Я всегда стараюсь выкраивать так, чтобы у меня остались немного мелких отрезков, обрезков, а чтобы они были крупные, чтобы впоследствии можно было их к чему-то применить. Спинку, поскольку спинку я сделала немножко зауженная, значит она будет разрезная. Выкраиваем вначале ее, выкраиваем около края, чтобы у нас остался большой кусок. Вот это у нас линия плеча. Делаем насечку. И здесь точка, где мы вшиваем полочку. Теперь разворачиваем. Выкройка переда. Когда будем вырезать, надо вот так сложить. И в таком состоянии вырезать. Потому что, вопреки ожиданиям, здесь не прямая линия. Видим, здесь центр. Потом нам надо будет подогнуть вот эту часть, прострочить двойной иглой. И потом уже будем вшивать. А сейчас прошиваем выточки в спинку и подгибаем. Да, существует двойная игла для трикотажа. Шьется с лицевой стороны. Припуск подгибается наизнанку. И с лицевой стороны прошивается. Сверху 2 нитки, снизу 1. После того, как прострочено, выворачиваем. И здесь может случиться так, что не вся ткань попала под нитку. В этом нет ничего страшного, мы просто ее аккуратненько срезаем. И каждый шов после того, как прострочен, его надо обязательно проутюжить. Здесь все прострочено. Перед выточки я застрочила от оверлока нить. Мы ее не обрезаем, мы ее вставляем в оверлочную строчку. Вот теперь обрезаем. Как я уже показала, здесь у нас обработано.
спинку я прошила, тоже обработала. И все это прогладила. Теперь нам надо соединить перед, вот спинка. Вот помечено, отмечено, где у нас сопрягаются. Вот таким образом. Таким образом нам надо сшить. Это мы складываем. Теперь прострачиваем вот эти два шва. Кстати, можно сразу заколоть боковые. И прошить еще боковые швы. Прошила бока. Здесь прострочила. Теперь надо подогнуть. Так, сейчас выверну. Здесь я пристрочила. Теперь надо обработать весь ворот. Точно так же двойной иглой. Я здесь сразу заметала, чтобы ровненькая строчка была. И все. Теперь двойной иглой по лицевой стороне прострачиваем здесь. И дальше будем хранить рукава и юбку. Вот кофточка у меня готова, без рукавов еще. Что я хочу сказать? Безусловно, лучше всего наметать, не шить сразу. Наметали, обязательно померили, внесли коррективы. Я здесь по отношению к выкройке заузила спинку и убрала еще здесь, прямо по фигуре. Потому что, поскольку здесь трикотаж, здесь большие припуски не нужны, как на выкройке. Вот вы обязательно тоже, обязательно перед тем, как строчить, померите, внесите коррективы, если есть необходимость. Если нет необходимости, то носите, безусловно, не надо. Ну и все, сейчас я сделаю выкройку юбки. Я купила материал 2 метра. Вот теперь я думаю, что если я буду делать 5 клиньев, то у меня может материала не хватить. Поэтому я сейчас сделаю выкройку и потом буду раскидывать на ткани. Что, куда и как, сколько, как получится. По тому количеству материала, которое я купила, у меня получается юбка 4-клинька. Ну, это тоже хорошо, это тоже нормально, так получилось. Я сделала выкройку этой юбки, разложила. Вот здесь приложила рукав, но у меня входит. Поскольку здесь входит, я могу еще расширить юбку. Складываем лицевыми сторонами друг к другу и прошиваем. Теперь выкраиваем рукав. Здесь мы продолжим вот эту линию. И окончательно ширину рукава внизу мы определим на примерке. Нам надо будет померить этот рукав и на примерке, скорее всего, это заузить. Теперь складываем рукава лицевыми сторонами вовнутрь. Так, это сюда, это сюда. И нам надо прострочить. Вот тут главное не запутаться, потому что получится 2 одинаковых рукава на одну руку. Так, вот раз и все. Один левый, другой правый. И прошиваем. Юбку прострочила. Теперь ее надо пришить к верхней части.
Я не люблю, когда по центру идет шов. Поэтому мы сделаем вот таким образом. Пристрочим так, чтобы к центру прилегала середина этого клина. Отмечаем серединку здесь, перед, вот, середина. Дальше середина спинки у нас шов. Середину заднего клина находим, противоположного клина. Теперь совмещаем контрольные точки вот эти, складываем лицевая сторона к лицевой стороне. Удобнее так, если мы в юбку ставим кофточку. Так, лицевая сторона у кофточки снаружи, у юбки внутри. Вот контрольная точка. И вот на юбке, вот на кофте помещаем по переду, теперь по спинке. Теперь скалываем. С этого бока скалываем и прострачиваем. Здесь пришито. Теперь подгибаем и двойной иглой прошиваем весь подол. Прошили, потом все это проутюжим. Рукавчики у нас есть. Я заложила на подгиб 2 сантиметра. Подгибаем и прострачиваем двойной иглой. И этот. И нам останется только вшить рукава. Платье уже почти готово. Юбка пришита. Все подогнула, обработала и прогладила. Теперь нам надо вшить рукава, и платье будет готово. Здесь вот у нас меточка вправо и влево. Прострачиваем на машинке самый крупный стежок, самый длинный стежок. Натяжение верхней нитки ослабляем. Вот. Это для того, чтобы нам припосадить рукав. За нитку припосаживаем. Немножко теперь смотрим, какой это рукав. Если посмотреть, вот здесь вот больше выемка, там, где больше выемка, это перед. Стало быть, это левый рукав. Левый рукав, вот у нас левый. Складываем пополам. И измеряем. Прикладываем вот таким образом рукав к пройме. Совпало. Значит, сборка нам достаточно той сборки, которую мы сделали. Рукав начинаем пришивать с самого верха. Не снизу, не совмещаем никогда вот эти швы, даже не пытаемся совместить. Выворачиваем. Вставляем рукав вовнутрь. Совмещаем контрольные метки. Вот эта метка и вот у нас метка плеча. Закалываем.
где-то до середины. В другую сторону тоже. Вот таким способом рукава садятся с первого раза. Теперь пальцы вот сюда, головки рукава, встряхиваем. И вот как рукав у нас лег, вот так мы его и прикалываем. Не пытаемся ничего, никуда. Теперь можете наметать и померить, как оно получилось. Всё. И можно пришивать.